С вами юрист Валерий Табаков. И сегодня я опять продолжаю разговор о судебном процессе в деле об убийстве Фарион. Все мы знаем, что завтра очередное судебное заседание. Само убийство произошло 19 июля 2024 года во Львове. И в этом видео мы разбираем возможные процессуальные нарушения и в качестве таковых рассматриваем монтаж видеозаписи осмотра места преступления. Этот монтаж может повлиять на ход дела, и также мы узнаем, какие последствия вот этот монтаж может нести для понятых, следователя и прокурора. Наш анализ основан на возражениях адвоката Юрия Немировского, которые он подал в Шевченковский районный суд города Львова, и которая основана на нормах Уголовного процессуального кодекса Украины. Итак, поехали. Прежде всего, конечно, я прошу вас подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, донатить. Вперед! Итак, суть проблемы. Ирина Фарион, известный яцыковед, экс-депутат Верховной Рады, была застрелена во дворе своего дома. Подозреваемый 18-летний Вячеслав Зинченко был задержан через 6 дней в Днепре. Дело имеет огромный резонанс, и следствие активно собирает доказательства. Одним из ключевых моментов стал осмотр места преступления, проведенный 19 июля 2024 года с видеофиксацией и участием понятых. Но вот незадача. Адвокат Зинченко Юрий Немировский подал в суд возражение, указав на серьезные нестыковки в протоколе осмотра и видеозаписи. Главный тезис защиты: видеозапись смонтирована, а протокол подделан. Давайте разберем, что это значит и к чему может привести. Итак, что обнаружил адвокат? Возражение Немировского – это настоящий детективный сюжет. Он утверждает, что осмотр места преступления проводился не один раз, а минимум дважды. Причем второй раз уже после 19 июля с целью собрать запаховые следы для одерологической экспертизы. Почему он так считает? Вот ключевые доводы. Первое. Хронология событий. Протокол утверждает, что осмотр места преступления начался в 20:51 19 июля. Но допрос свидетеля Бабюка, который указал на подозрительного человека на лавочке, закончился в 21:00 того же дня. Получается, следственная группа не могла знать о необходимости исследовать лавочку и снимать запаховые следы до завершения допроса. Вывод защиты. Первый осмотр места преступления был поверхностным, а второй с запахами провели позже, подменив документы и видео. Второе. Протокол с сюрпризами. Первые 4 страницы протокола написаны на разлинованной бумаге, а с 5 на обычной А4. Последняя страница с подписями снова разлинованная.
Адвокат считает, что часть страниц вынули и заменили, чтобы вписать данные о запаховых следах. Подпись понятого Бабюка на первых страницах начинается с буквы «Б», а на неразлинованных с пятой, то есть с буквы «Д», что намекает на подделку подписи. Участник осмотра места преступления Михайлович М. вписан в протокол позже, мелким почерком, без указания его роли. А это нарушение статьи 237 Уголовного процессуального кодекса Украины. Третье. Видеозапись с подвохом. Видео разделено на 6 файлов, хотя находится на одном носителе. Зачем? Защита видит в этом возможность монтажа. Даже дата на экране 4 апреля 2023 года вместо 19 июля 2024. Что это? Ошибка или улика? Понятые меняют одежду. Бабюк вначале в штанах, а потом в шортах. Кисиль сначала в юбке, а потом в брюках. Это наводит на мысль, что съемка велась в разные дни. Участник осмотра места преступления на видео уверенно называет время начала. 20 часов 51 минута. Но при этом на часы он не смотрит и только потом уже демонстративно смотрит на руку. Что это? Режиссура? Похоже. Температура воздуха. Следователь записал 21 градус Цельсия. Хотя полицейский на видео сказал 27 градусов Цельсия. Проверка показывает, что 19 июля вечером было 21 градус Цельсия. А 20 июля, то есть на следующий день, 27 градусов Цельсия. Это значит, что съемка таки могла быть произведена в разные дни. Четвертое. Адерологическая экспертиза. Таким образом, под большим вопросом. Следы снимали через 4 часа после убийства. Как об этом утверждает протокол. Хотя вполне может оказаться, как мы видели, что это не так. Однако методика требует максимум 3 часа для свежих следов. Группа не соблюдала правила. Перчатки не обрабатывались спиртом. Фольгу трогали руками. Пресс был ненадлежащим, то есть не с песком, а каким-то гофрированными ящиками. Адвокат считает, что следствие знало, следов нет, и просто разыгрывало сценарий для видеозаписи. Юридический разбор. Предположим, монтаж доказан. Что дальше? Предположим, суд начинает экспертизу видеозаписи, и она подтверждает монтаж. А протокол признают фальсифицированным. Какие последствия ждут участников процесса? Для понятых. Понятые – это Бабюк и Кисиль, которые должны были удостоверить
законность осмотра места преступления. Если их подписи подделаны, как утверждает адвокат, это серьезно. Правовые риски. Если они знали о подделке и подписали фальшивку, то это статья 384 Уголовного кодекса «Ложное показание» до 5 лет тюрьмы. Но если они просто поставили подписи, не вникая, ответственности нет. Они не должностные лица. В суде их вызовут давать пояснения. Если скажут, что отлучались или не видели всего процесса, протокол рухнет и их подписи аннулируют. Практика. Репутация пострадает минимально, но в деле Фарион их имена могут всплыть в СМИ. Теперь что грозит следователю? Следователь – главный организатор осмотра места преступления. Если монтаж и подделка будут доказаны, ему придется несладко. Уголовная ответственность. Статья 366 Уголовного кодекса «Служебный подлог за исправление в протоколе» до 3 лет тюрьмы. Статья 387 Уголовного кодекса «Фальсификация доказательств», если умышленно смонтировал видео, до 5 лет. Статья 367 Уголовного кодекса «Халатность», если просто допустил бардак, до 5 лет. Процессуально. Протокол и видео исключат из дела согласно статей 86 и 87 Уголовно-процессуального кодекса. Гильза, запаховые следы, все, что нашли на осмотре места преступления, станет недопустимыми как доказательство. Это удар по обвинению. Практика, дисциплинарка, отстранение или увольнение. В резонансном деле Фарион конец карьеры и проверки от начальства. Теперь что грозит прокурору? Прокурор надзирает за следствием и представляет обвинение в суде. Уголовные риски. Если знал о монтаже и молчал, статья 387 Уголовного кодекса до 5 лет. Если не проверил, статья 367 Уголовного кодекса «Халатность». Процессуально. Без протокола и видео обвинение теряет опору. Придется искать другие доказательства или смириться с провалом. Суд раскритикует прокуратуру за слабый надзор. Практика. Дисциплинарка от Генпрокуратуры и удар по репутации. В деле Фарион это будет громкий скандал. Ну и что с делом в целом? Если суд согласится с Немировским, дело может развалиться. Исключение доказательств из осмотра места преступления оставит обвинение без ключевых улик. Зинченко могут оправдать или отправить дело на доследование, что на поздних стадиях почти нереально. Общество взорвется. Убийство Фарион не просто криминал, а политически заряженная история. Фальсификация усилит недоверие к полиции и прокуратуре, а СМИ раздуют это до небес. Какой вывод?
Вывод, что этот кейс с видео и протоколом осмотра места преступления – это урок о том, как важны процессуальные детали. Монтаж видео, подмена страниц, небрежность с запахами – все это не просто ошибки, а потенциальные бомбы под делом. Для защиты это шанс, для обвинения – катастрофа, а для нас с вами повод задуматься, насколько чисто работают наши правоохранители в делах, где давление сверху огромно. Если эта тема вас интересует, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. В следующих видео разберем, как защита может использовать эти нарушения и что делать, если вы оказались в роли понятого. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!